Когда-то давным-давно на одну альтернативную вселенную обрушилась великая метель, заморозив всех и вся на своем пути. Всех, кроме одного единственного монстрика. No? No? Этот монстрик сумел пережить снежный апокалипсис. Он бродил по всему подземелью, в надежде, что когда-нибудь встретит еще кого-то. Но насколько еще хватит этой надежды? Какой странный мир. Я еще не видел ни одного монстра поблизости. Сноуден должен быть недалеко отсюда. Это лед. Да здесь все замерзло. А? Эй! Постой! Я должен узнать, что здесь произошло. Куда он? А? Ась? Мяу! Приветик. Ты Санс? Мяу! Мяу? Мяу, мяу, мяу! Что с ним не так? Мяу, мяу, мяу! Он что, животное какое? Санс, Мяу? послушай, расскажи мне, что произошло здесь. Инг пытался узнать хоть что-нибудь у странного Санса. Но единственное, что тот мог сказать, было... Мяу? Инг продолжал искать других выживших. Странный Санс ходил за ним хвостиком. В Сноудене, Ватерфоле, Хотленде и даже в Ядре. Ух, здесь не заморожено хоть что-нибудь? Мои кости так окоченеют. Мяу! Оу, эй, Мяу! куда ты меня ведешь? Мяу! Мяу! Да иду я, иду. Какая сильная буря. Неужели он все время так делает? Мяу! Ух, Мяу! что это такое? На вкус как яблочный сок с моторным маслом. Эти рисунки... Это ты их все нарисовал? Мяу! А неплохо получилось. Погоди-ка. Мяу! Это не просто какие-то персонажи. Это те, кого он помнит. Его прошлое. Если расставить их в нужном порядке, можно воспроизвести историю этого таймлайна. Если я правильно понял, монстры ушли в подземелье, чтобы скрыться от ужасающей бури. Казалось, у них получилось, но вскоре... Дальше уже немного непонятно. Но одно я понял наверняка. Буря смогла добраться в подземелье. А? Эй, Санс, что здесь нарисовано? Мяу! Походу, он сам не знает. Возможно, он просто проверял маркер. А? Санс? Что рисуешь на этот раз? А? Санс, что ты тут делаешь? Эй! Санс! Мяу! Мяу! О, хотел бы я побольше побыть с ним, но у меня еще есть дело. И я навещу его еще позже. Мне кажется, или стало как-то А? Чё? О нет! Буря настигла и его! Как знал, что не стоило оставлять его! Что же мне делать? Нет! Я не смог спасти тебя от этого ужасного мира. Это я во всем виноват! Мяу! Санс? Мяу! Санс, ты живой? Мяу! Рад видеть, что ты в порядке. Я волновался за тебя. О, с тебя аж слетело... Мяу! Мяу! Не за что. Мяу! Такой шрам нельзя заработать, просто упав после столкновения. Скорее всего, он заработал еще до нашей встречи. Я бы спросил у него, но... Мне кажется, он не понимает меня. Что произошло с тобой, Санс? Много лет назад. Всем привет, меня зовут Санс.
и я королевский метеоролог. Я знаю, о чем вы подумали. На кой черт в подземелье вообще нужен метеоролог? Скажем так, у нас своеобразные погодные условия. Папирус, Чем? Санс! как дела в школе? Круто! Узнал сегодня чего-нибудь новенького? Колбаса растворяется в воде. О, Завтра нам расскажут об эхоцветах. кстати, а что в той коробке? О, ты ведь посеял где-то свою шапку. Вот и... Та-да! Новая шапка. Одна леди продает их в городе. Примерь-ка. Ну как тебе? О, замурчательно! Ну что, готов встретиться с папой? Ага, Тогда вперед! вперед! Примерно 4 года назад король Асгор и мой отец попытались остановить бурю, чтобы она не заморозила все подземелье. У них получилось остановить шторм с помощью магии, но для этого им пришлось пожертвовать собой. У нас с братом вполне неплохо получается жить самостоятельно. Блинский, дверь опять замерзла. Не горячись, папс, это пустяки. Лучше отойди-ка. Вуаля! Крутотень! Надеюсь, папа остался невредим. Да, он цел. Пап, сегодня мне было очень весело. Сегодня мы проходили. Привет, пап. Рад, что мы снова смогли встретиться. В лаборатории все хорошо. Я делаю все так, как ты меня там и учил. Обещаю, что не разочарую тебя. О, ты что, замерз, бро? Ничуть. Холод не сломит великого папируса. Пойдем-ка уже домой, дружок. Ладно. Пока, папа. До встречи. Ты уверен насчет этого? Да, Ваше Величество. Тогда это больше нельзя откладывать. Ради спасения нашего подземелья я должна последовать за своим мужем. Обещаю вам, что поддержу любой ваш выбор, каким бы он ни был. Санс, ты такой верный. Твое время еще не пришло. Санс, Слушаю вас, Ваше Величество. где ты достал эту очаровательную шапку? Она супер милая. О, брат подарил мне ее. Ау. Что за... Хе-хе-хе. Не-хе-хе. Хедшот. Неплохо, бро. Однако... Хе-хе-хе. М? Не жди от меня пощады. Сначала попади. Вот только тебе меня никогда не достать. Эй, Санс, Что такое? могу я спросить у тебя кое-что? Конечно. А подземелье что, замерзнет? Ребята сказали мне, что на нас надвигается еще одна буря. Что будет с нами, Санс? Не знаю, папс. Но кое-что я знаю точно. Обещаю вам, что бы то ни стало, защищать тебя. Ясно? Ясно. А теперь... Санс! Согласно расчетам, еще одна буря настигнет нас через 6 месяцев. Не знаю, сможем ли Торили и я предотвратить ее. Не-хе-хе. Я даже думать не хочу о том, что Папирус может остаться совсем один. Мяу! Я ни за что не умру. Папа, куда ты собрался? Папа. О? Папа! Ваше Величество? Мои руки дрожат. А? Это
Это буря. Это не может быть. Абсолютный ноль. Не понимаю, почему так скоро? Я ведь точно следовал указаниям отца. Только если... Нет, сейчас не об этом нужно думать. Нужно найти папирус. Blizzard Tale. Терминология. Замерзшие. Замерзшими называют умерших монстров. В отличие от превращаемых в пыль из Undertale, замерзшие монстры оставляют после себя трупы. Души их замерзают, они разбиваются как стекло. В Blizzard Tale монстрам приходится закапывать тела умерших так же, как это делают люди, потому что они чтят традиции. Абсолютный ноль. Абсолютный ноль – название, которое придумал профессор Гастер, чтобы описать опасный погодный феномен, распространившийся по подземелью. Он приходит время от времени, забирая много жизней. Гастер нашел способ предсказать его появление и избежать полного обледенения подземелья. Ему, королю Асгору и маленькой группе монстров удалось предотвратить бурю с помощью магии льда. Но вскоре буря вновь вернулась. Так, мне удалось задержать бурю на какое-то время. Нужно найти папса и укрытие, пока я не отключился. А! Я не должен засыпать. А? Нельзя делать поспешных выводов. Нельзя делать поспешных выводов. Слава богу, его тела здесь нет. Что значит, что сейчас он может искать укрытие? Нужно... Как я и думал, из-за этой бури я не могу воспользоваться магией. И мне сложно держать глаза открытыми. Стоит ли ждать, пока магия не вернется? Нет, у меня нет на это времени. Нужно как можно скорее найти папируса. А? О! Мяу. Такова история Blizzard Sansa. Так Санса Амнезии начал искать свой дом, даже не помня, кто он такой или где он находится. Близ все так же занимался своими ежедневными обязанностями и хобби. Он переживал один день снова и снова, не осознавая этого. Время шло, и Инк отыскал Близа и это место. Близ не понимал, что говорил ему Инк, но очень был рад его появлению. Инк пообещал разморозить эту вселенную и помочь Близу до своего отбытия. С тех пор я бывал в этой вселенной еще около 10 раз. Похоже, здесь нет никого, кроме него. И пусть Близ постоянно мяукает, он ничуть не походит на кота. Скорее, на любопытного ребенка. У него также есть склонность к рисованию. Он радуется как ребенок, когда я рисую для него что-то. Смею предположить, что скорее всего у него есть какие-то когнитивные расстройства. Но Близ очень беззаботный, как будто его не волнует происходящее. Однако, его психическое состояние постепенно ухудшается. Иногда Близ ведет себя как всегда, Мяу. а иногда кажется очень запутавшимся. Однажды он даже вел себя так, будто не знает меня. И я думал, это у меня плохая память. Мяу, 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 мяу. Стоп, Мяу. что? Мяу. Но я заметил, что время от времени он впадает в некое состояние транса. И со временем я наблюдаю, это состояние у него все чаще и чаще. Я не могу пробыть в этой аул слишком долго по сравнению с другими посещенными мной. Возможно, в глубине души он знает, что я всегда вернусь. Так точно. Все расчеты верны. Абсолютный ноль непросто.
Я не говорил, что сдаюсь. Просто нам нужно больше времени для расследования. Мы сможем его сдержать. Я мог бы... Так точно. Понял вас. Благодарю. До свидания. Папа, что-то случилось? А? Папа, почему ты плачешь? Ох, надеюсь, Близ не забыл меня. А? Воу! Ах! Ах. Что это за небо? Рушится? А? 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 Почему все вдруг стало рушиться? А? Мяу. Близ! Мяу. Поймал! Мяу. Сюда! Иди вперед, быстрее! Ах, кажется, прекратилось. Мяу. Ха-ха, эй! Я тоже рад тебя видеть, Близ. Никогда раньше не видел мира, который бы разрушался так быстро, а особенно без человека. Будто этот мир хочет умереть. Почему? Я должен доставить Близа в безопасное место, но куда именно? Я не могу просто оставить его в чужой аул, рискуя нарушить их временные линии. А в Дудлсфере он сразу же погибнет. Что же делать? Мяу. Мяу. Ты правда не переживаешь за свою жизнь, не так ли? Мяу. Тогда решено. Я помогу тебе выбраться отсюда, а потом узнаю то, что мне нужно. Вперед, Близ! Близ? Эй, Близ, все хорошо? Его рана на черепе стало больше. У нас мало времени. Сейчас я не в состоянии создавать порталы. Единственный выход — дойти к тому, что я создал по прибытии. Если он еще не закрылся. А? Что еще? А? Близ? Близ! Близ! Спокойствие, Близ. Я вытащу тебя тут. Близ? Близ! Близ не мог умереть. Он не превратился в пыль, а значит еще жив. И все же я до сих пор не знаю правил этой вселенной. Возможно, он правда... Мяу. Близ! Держись, приятель, я спасу тебя! Так-то лучше. Мяу. Ну-ка. Ну-ка. Близ, ты... Инк. Тс. Я рядом, Близ. Инк. Я с тобой. Инк. Он такой холодный. А? А? Я снова в Дудлсфере. Его мир исчез. И я ничем не смог помочь. Впервые встречаю аул, который бы уничтожил себя же до появления человека. И я уже не могу вернуться в мир Близа, потому что все следы его существования стерты. Но меня не покидает чувство, что Близ сейчас в лучшем месте. Где я? Я ведь... А! Ничего не помню. Здравствуй. Сколько лет, сколько зим. Соскучился? Папа!
Почему ты здесь? Все это время я искал и... Эй, не заморачивайся, понял? У тебя ведь в любом случае получилось. Получилось? Кое-кто очень заждался тебя. Где ты был все это время? Я обыскался тебя. Пока я искал тебя, даже наткнулся на папу. Ты хоть представляешь, как я, великий папирус, волновался за тебя? Больше не уходи, ничего не сказав, ясно? Хорошо, папс, обещаю. Эй, вы там? Нам пора. Пора? Точно, Санс. Ты должен повидаться и с остальными тоже. Остальными? Все собрались. Королева Ториэль, король Асгор, даже Грилби. Ну же, пошли. Я не уверен, что точно понимаю, что происходит, но... Кажется, теперь все как надо.